Всем привет! В этом видео я покажу, как сшить сумку шопер. Размеры самой сумки 42 на 37 сантиметров, а высота ручек 25,5 сантиметров. Причем одну сумку я сошью полностью вручную, а другую на швейной машине. Для пошива понадобится ткань, которая не тянется, швейные нитки, ножницы, линейка, булавки, мел, мыло или маркер для ткани, иглы для ручного шитья, швейная машина и утюг. Для сумки кроим прямоугольник размером 95 на 42, для ручек две полосы размером 67 на 9 сантиметров. У меня самый простой габардин, он выглядит одинаково с лица и с изнанки, серый для сумки, черный для ручек. Нитки готовим под цвет ткани или контрастные. Для сумки, которую я буду шить руками, я беру нить для джинсов. Итак, начнем. Полотно для сумки складываем пополам вдоль длинной стороны, изнаночной стороной вовнутрь. От бокового среза отступаем 1 см и проводим линию смываемым маркером или мелом. Скалываем булавками. То же самое повторяем со вторым боковым срезом. Прокладывать строчку будем петлеобразным швом по намеченной линии. В начале строчки делаем закрепку, проложив несколько стежков на одном месте. Сделав последний стежок снизу вверх, мы видим нить, что выходит из ткани. Отступаем от нее вправо примерно 5 мм и 1 мм влево от последнего стежка и делаем прокол иглой в этом месте сверху вниз на половину иглы. Оставляя иглу в ткани, делаем прокол снизу вверх и выводим уже всю иглу слева от нити на 5 мм. Получаем расстояние между стежками около 1 мм. Длина стежка будет получаться 4-5 мм, но можно делать меньше. Продолжаем таким образом до конца строчки. Нить периодически будет закручиваться, поэтому время от времени раскручивайте ее, опустив иглой вниз под своим весом. Если же нить все-таки запуталась, не тяните сильно вперед, просто не спешите и аккуратно распутайте ее хвостик. Вот такая будет получаться строчка, как бы косичка с изнанки и подобие машинной строчки с лицевой стороны. Не расстраивайтесь, если она не будет получаться у вас идеально ровной. В конце строчки не забудьте сделать закрепку, и то же самое нужно будет повторить с другой стороны. Приутюжить швы и срезать по 5 мм припуска. Припуск нужно заутюжить на одну из сторон сумки, затем вывернуть наизнанку и заутюжить на ребро так, чтобы срезанный припуск оказался между лицевыми сторонами сумки. Далее снова берем линейку и, отступая от заутюженного края 1 см, проводим линию с обоих боков сумки. По этим линиям будем прокладывать такие же строчки с закрепками в начале и в конце тем же петлеобразным швом. Весь шов получится у нас довольно крепкий. Этот шов называется двойной бельевой. После швы приутюжить и заутюжить каждый на одну из сторон сумки. Теперь оформим дно сумки. Для этого застрочим нижние углы с изнаночной стороны сумки. Итак, на изнанке соединяем боковой шов и линию сгиба дна сумки, формируя таким образом треугольник. Фиксируем булавками. От вершины треугольника отступаем вдоль шва 3,5 см и проводим линию перпендикулярно боковому шву. Скалываем все это булавками и прокладываем строчку тем же петлеобразным швом. Делаем обязательно закрепки в начале и в конце строчки. И то же самое повторяем со вторым уголком.
Получаем вот такие уголки. Швы нам необходимо приутюжить. С лица это будет выглядеть вот так. Теперь оформим верхний край сумки. Выворачиваем сумку на лицевую сторону и с помощью линейки и маркера или же мела рисуем линию. Сначала отступая от края 1 см, затем отступаем 5 см и снова рисуем линию по всей окружности сумки. Выворачиваем сумку на изнаночную сторону и заутюживаем верхний припуск сначала по линии 1 см, затем по линии 5 см на изнаночную сторону. Заготовленную сумку откладываем пока что в сторону. Теперь ручки. Деталь ручки заутюжить по 1 см с каждой стороны вдоль на изнаночную сторону. Затем сложить пополам изнаночными сторонами внутрь, уравнивая заутюженные края, и приутюжить снова. Я шью ручки нитью для джинсов. Она довольно прочная, контрастная, но вы можете взять любую. Сшиваю вдоль, прокладывая строчку тем же петлеобразным швом на расстоянии 2-3 мм от краев. Сначала сшиваю свободные края, потом такую же строчку прокладываю со стороны сгиба. Чтобы строчка не прерывалась, нить беру 3,5 раза длиннее ручки. Шить такой длинной нитью довольно сложно, неудобно, и чтобы нить не путалась, я придерживаю ее мизинцем. Вот так. Главное не торопиться, придерживая мизинцем и вытягиваю нить иглой. Вот такие у меня получились ручки. Их нужно приутюжить с обеих сторон. Теперь наметим расположение ручек на сумке. Выворачиваю сумку на лицевую сторону и от каждого бокового шва сумки отмечаю 9 см в сторону центра. К этой метке прикладываю ручку и отмечаю ее ширину тоже в сторону центра. Так будет легче контролировать ровное положение ручек. Продлеваю линию на припуск. Также от верхнего края сумки нужно отступить 3,5-3,7 см по лицевой стороне вниз и наметить линию, по которой будет прокладываться строчка притачивания ручек и самого припуска. Теперь приложить ручки к сумке согласно меткам, срезами к верхнему срезу сумки. Срезы ручек при этом выступают на 1,5 см от заутюженного на 1 см края сумки. Прикалываем булавками, так чтобы ручки не съезжали. Затем нужно загнуть этот оставленный припуск в 1,5 см под припуск верхнего края сумки. И сам припуск зафиксировать в конечное положение на изнаночную сторону вместе с ручками. Загибаем припуск, оставленный 1,5 см на каждой ручке, под припуск сумки и фиксируем булавками. Ручки зафиксированы. Теперь припуск можем отвернуть на изнаночную сторону и зафиксировать его уже в конечном положении. Теперь проложим строчку, которая зафиксирует припуск и ручки. Я шью нитью для джинсов. Тем же петлеобразным швом строчка будет выполняться по лицевой стороне.
Начинаю строчку от бокового шва. Иглу ввожу под припуск с изнаночной стороны. Выйти она на лицевую сторону должна четко в намеченную линию. Узелок от нити прячу под припуском и продолжаю шить. Надежно фиксирую ручки и контролирую припуск, чтобы он не расправился. На данном этапе длинную нить брать уже не обязательно, поэтому если вдруг нить закончилась, я покажу, как ее аккуратно сменить. Итак, вот мы шьем, и когда понимаем, что нить закончилась, последний стежок мы вводим уже не полностью выводя иглу из ткани, а выводим ее только на изнаночную сторону, то есть делаем стежок один сверху вниз и выводим на изнанку, делаем закрепку и срезаем лишнюю. Вдеваем новую нить в иглу и будем продолжать шить так же, как мы начинали в начале, то есть будем заводить иглу под припуск с изнаночной стороны, но выйти игла должна на лицевую сторону 5 мм влево от последнего стежка, ну или расстоянием, которым вы шили. Вот так выводим иглу на лицевую сторону, узелок аккуратно прячем под припуском и продолжаем шить, как шили до этого. Вот так. Заканчиваем строчку таким же образом и приутюживаем швы. А еще я дополнительно прошила ручки у самого верхнего края сумки. Вот что получилось. Сумка крепкая, и пусть швы не совсем ровные, смотрится это здорово. Вы можете взять нитки в тон ткани, и это не будет так бросаться в глаза. Вот так выглядит сумка, которая сшита полностью вручную. Процесс довольно долгий, трудоемкий, но получается все довольно аккуратно и прочно. А сейчас я покажу, как я делаю все те же самые операции, но на швейной машине. Единственное, что я изменила в этом способе, это то, как я притачивала ручки. Сначала я их притачала к припуску, а затем уже зафиксировала и сам припуск. Что получилось на швейной машине. А какой вариант больше понравился вам? Как обычно скажу, что это всего лишь один из способов. Пишите в комментариях, какая версия вам нравится больше, та, которая сшита вручную или же на швейной машинке, и какую бы выбрали вы. Благодарю всех за просмотр, лайк и подписку. Всем пока!